Ребят, я вас всех приветствую. Сегодня хочу посмотреть, как у вас проходят ритуалы со стихиями. Конкретно будем смотреть на то, как у вас проходят работы с водой, с энергией воды и с энергией огня. По отдельности, либо в сочетании. Там уже смотрите, кому что актуально. Но я бы все-таки здесь больше делала акцент именно на сочетании этих двух стихий. Возможно, даже всех четырех. То есть те, кто проводит ритуалы, надеюсь, вы поймете, о чем я. Итак, как проходит ваш ритуал? Либо прошел, либо пройдет, если вы его запланировали. Давайте вот так вот. Даже вот таким образом. Как прошел для вас. Ну и, разумеется, как прошел для ваших недругов, да? Либо пройдет, опять же таки, для каждого из вас, смотрите сами. И уже более детально раскрывать я буду это все. Справедливость. Смотрите, выпала карта справедливости, ребят. О чем здесь еще говорить? Давайте я ее так и оставлю здесь. Пусть она будет с нами. Вот так вот. Итак, давайте начнем. Как прошел ритуал для вас? Ой, чистка замечательная прошла. И здесь чистка. Даже вот вы знаете, все же я хочу на Санта-Муэрте еще посмотреть. Вы сфокусировались на своей цели, освободились от ненужного и взяли свою энергию в свои руки, то есть ее у вас ранее крали, воровали. Давайте еще так скажу. Вот. Давайте, откуда вы там ушли? Вы ушли от ситуации, где вас постоянно ожидал провал. Вот вы что-то планируете и срывается. Вы приняли это как неизбежное, извлекли свои уроки и двигаетесь дальше. Давайте посмотрим, во что вы идете. В туз пентаклей, мальчики, девочки, я вас поздравляю. У вас в материальном плане будет все идти по тому плану, который вы для себя построили. Но также не забывайте и о нематериальных вещах. Итак, еще меня интересует ситуация по поводу вашего багажа, есть ли он у вас. Знаете, в чем здесь багаж, ребят? Давайте учитесь принимать свои достижения, наслаждаться ими. И не стоит этого стесняться, не стоит стесняться того, что вы идете в прорыв, что у вас что-то получается, у кого-то нет. Не нужно стесняться, что у вас здесь денег больше, чем у кого-то другого. Не нужно стесняться, что у вас, возможно, вы только в чем-то начинающий, да, то есть новичок. Но у вас получается лучше, чем у тех людей, которые уже там десятилетиями в этой сфере деятельности трудятся. Неважно, что это за сфера. Смысл этого вы, надеюсь, поняли. Здесь именно внутренняя проработка. И еще как прошло для вас. Вы вот четко почистили свое пространство. Вы поняли, куда откатывались ваши ресурсы. И устранили эти потери. И насчет ритуала я могу вам сказать так. Здесь вы доверились
понимаете, кто-то доверился потоку, да, кто-то доверился интуиции, кто-то своим эмоциям, но эмоциям в хорошем контексте. Сейчас давайте я посмотрю, что вы там исследовали. Да, здесь вы исследовали именно человеческий фактор, взаимоотношения с людьми. Вот эти моменты вы анализировали, кто есть кто что вам приносит, сколько отдаете вы, сколько получаете. Вы анализировали, знаете, какие аспекты? То, что вас заставляло ожидать чего-то, а не действовать. Здесь понимаете, что вас ограничивало, кто вас ограничивал, кто не давал вам двигаться вперед, меняться, заниматься любимым делом. Кто здесь вас копировал? Может и такое проходить. Вы делились идеями, человек их присваивал себе и планомерно использовал. Итак, что по поводу здесь эмоций? Да, здесь эмоции в хорошем ключе и контексте. Почему именно так? Сейчас объясню. То есть здесь ситуация не тогда, когда вы уходите от людей. Здесь конкретно от какого-то короля кубкового могли отойти. Почему? Потому что человек вами манипулировал. Но это уже в прошлом. И такой момент, ребят, смотрите, в каком контексте хорошо это для вас. В том, что вы доверяете тем эмоциям, которые несут вам счастье, радость, покой, умиротворение. То есть, знаете, нет такого, что вот сегодня хорошо, а завтра неизвестно, что будет. То есть здесь уже идет акцент на то, что долгосрочно будет в вашем пространстве приносить же вам заряд бодрости, энергии, мотивировать вас. Вот в этом плане. Вы проявили некую изобретательность, понимаете, как маг, как практик. Вот так прошло для вас, ребят. Давайте сейчас вот эти внутренние аспекты я посмотрю, а потом еще дополним. Как для ваших недоброжелателей прошло? Вы знаете, как прошло здесь? Здесь люди зависли. Здесь ваши недоброжелатели реально подвисли. Знаете, в чем подвисли? Они ожидают, когда ситуация прояснится и когда фортуна развернется в их сторону. Они все там что-то вычисляли, высчитывали, как возможно напасть, как действовать, как вас облапошить. Особенно на финансы. Но здесь могут проходить не только финансы. Смотрите, я хочу вам сказать, что, возможно, вот здесь и проигрывается вот тот вот кубковый король, о котором мы говорили, да, вот только что. Почему? Потому что здесь человек зажимал вам эмоции, те же деньги, не вкладывался в вас ни материально, ни эмоционально, то есть и финансово. Но при этом брал ваше, понимаете? И получал, понимаете, короче, берет ваш ресурс и вперед на зарабатывание этого всего. А вы, видимо, взяли себе обратно это все. И он тут резко решил прояснить ситуацию, понимаете? Только какими методами, интересно, он будет это прояснять, сейчас уточним. Возможно, если конструктивно, если по факту, по делу, это одно. То есть цивилизованно, да, по-человечески, как хотите это называйте. А если опять на какой-то хромой козе подъехать, либо магическим методом вас и способом прогнуть и на вас влиять, ну, сами понимаете,
Справедливость-то у нас присутствует. Получит то, что ему там положено будет за его мысли, за его действия. Вы понимаете, этот человек не может сейчас приспособиться к переменам. Не получается что-то прояснить для себя, как с вами, так и с другими людьми, особенно в финансовой сфере. Его то туда, то сюда кидает. Вот как он с вами поступал, что вы находились в ситуации ожидания, да, когда вы не знали, что вас ожидает. Можно ли доверять, стоит ли доверять? Ага, сказал же, пообещал, не сделал. Когда ты носом тычешь, говоришь, слушай, ты не выполнил свое обещание или не выполнил, а почему ты так сделал? А вам в ответ, да ты дура, да ты истеричка, да ты не так поняла. То есть манипуляции вот эти вот сразу же, понимаете, вас обвиняли. Вот теперь он в такой ситуации, когда все его именно, вертели на вот этом колесе фортуны, ребят. Здесь с поездками может что-то быть связано, дела не получается, ожидают результатов, а на воротник, понимаете? На воротник только накидывают, и за него тоже. Давайте сейчас посмотрим, что он там ожидает, все-таки раскроем это в деталях. Да, ожидает, когда он унесет результаты своих трудов. Денег ожидает. Понимаете, здесь человек не привык помогать другим, он привык только брать ресурсы, деньги, чтобы все на легкую у него получалось, понимаете? Все в себя. И здесь именно такой вор-домушник мне идет. Здесь человек, который гребет все в свое рыло. Ожидает, что и снова у него получится, как и прежде, раньше. Воздействовать на вас, кого-то обманывать, кого-то дурить, да, кого-то подставлять. Что ты там хочешь прояснить? Ну-ка, я сейчас уточню эту карту. Ага. Смотрите, что здесь идет, как его учат высшие силы. Здесь его закрыли от общества, в котором он мог проворачивать свои манипуляции по накатанной схеме, давайте так скажу. И высшие силы говорят, слушай, так, давай-ка посиди, подумай. И давай-ка теперь все сам. Не руками других людей, не за счет других людей, а сам. И весть от предков духоврода он получил. То есть он был предупрежден. Если этот человек методично на вас нападает, его предупреждали об этом, что будут штрафные санкции. Предупрежден, вооружен. Пропустил мимо предупреждения, это проблема уже этого человека. Он должен понять, что все теперь сам. На своем ресурсе. Только на своем ресурсе, а не на чужом. Это касается и денег, и энергии, и идей, и планов, и тому подобное. Этот человек не может от чего-то отказаться, понимаете? И он в некоторой западне находится. То есть ему здесь больше, скорее всего, понимаете, финансовый аспект, и ему очень трудно отказаться от насиженных мест, от зоны комфорта. Это касаемо отношений, работы, методов, тех методов, которыми он зарабатывает. Понимаете, вот хочу, чтобы как прежде, а как прежде уже не будет, потому что здесь за счет других человек привык жить, существовать и приписывать себе качество, достижения и работу других людей, и вклады других людей, в том числе и в него самого. Вот, смотрите, здесь император у нас, император. Короче, у человека был бизнес. Нет бизнеса, то хорошо, то плохо, то шатка, то валка. Сейчас давайте уточним императора.
Здесь знаете, в чем аспект? О, смотрите, император, иерофант, дьявол. Вот фортуна вам. Здесь, во-первых, заработок нечестным трудом. В обход законодательства. Это во-первых. Во-вторых, обращение к темному практику магу. Было. В-третьих, от него сейчас отворачиваются люди, у него коммуникация, социум полностью схлопнуты. Все, он закрыт от внешнего мира полностью. Если еще не полностью, это сейчас в процессе. Закрывается фирма, рушится дело. Он какую-то создавал структуру, пасочка спеклась, понимаете, все. Этот человек только создает вид того, что у него есть эта структура, что он маг, что он сам себе режиссер, что у него есть амбиции. На самом деле он знать не знает, зачем и куда он идет по жизни, вообще в этой жизни. И поэтому у него много чего не получается теперь. Ну и еще здесь, ребята, я вам хочу сказать, очень немаловажный аспект сыграло то, что он обращался либо же сам этим занялся. А ну-ка, что он делал для себя, для социума, там, для денег? Он к кому-то обращался за помощью, чтобы у него пути дороженьки открылись, денежка появилась. Видимо, что именно было сделано? Этот человек сам не знает, что он хочет и каким способом эти деньги зарабатывать для себя. Понимаете, в каких-то иллюзиях сидит. Здесь еще ему была такая подсказка, чтобы он работал с иными планами, дабы его идеи начали воплощаться. Но он реально не может найти точку опоры. Он в иллюзиях, фантазиях витает. Хорошо, здесь по поводу чисток и тому подобное тоже актуально. Ну, я же вам говорю, человек как будто неприкаянный, знаете, это не пришейк, рукав. Так, что на вас было заказано, делано? Смерть, прикиньте. У меня эта карта в этой колоде заговорена на четкую конкретную смерть. Не трансформацию, а смерть. Чтобы вас полностью уничтожить. Сейчас мы раскроем, что именно там по смерти. Чтобы у вас был переход, но здесь еще человек параллельно с этим считал, что вы должны у него попросить прощения. Понятно? А в твоем понимании, вот, в чем виноват тот человек, который сейчас смотрит этот расклад? Знаете, в чем вы виноваты? Ребят, вы в этого человека перестали вкладывать свой ресурс. Деньги, ресурс, может кто-то там, общие дела, бизнес и тому подобное. Здесь энергообмена нет, все, вы реально поменялись. Вы теперь осторожно выбираете партнеров для сотрудничества в любой сфере своей жизни и в любой деятельности. Любовь. К кому обратиться из специалистов, понимаете? Не потому, что кто-то посоветовал, а потому что моя интуиция подсказывает, что вот туда хорошо, а вот туда было бы плохо. Хотя вот здесь, где я осознаю, что будет плохо, вот, да, вот к этому человеку пойти, его, вот, допустим, хорошо рекламируют. А этого не особо. И вы идете по интуиции и не ошибаетесь, понимаете? Вот этого нету, этого персонажа. Это он брал у вас. Понятно? Вот за что мы в обиде. Вы свой ресурс себе обратно забрали. Надо вам мстить, понимаете, чтобы у вас все рухнуло, перекроилось. Куда у вас там переход, по его мнению, должен был совершиться? Вот смотрите, ребята. Здесь этот человек хотел получить доступ к вам, потому что вы являетесь щедрым источником энергии для этого человека.
Вот понимаете, он прям как вампирец забирает вашу энергию, и у него есть желание творить, вытворять, действовать, планировать, обкрадывать других, идеи. Вот прям батарейка, вы для него батарейка. Вот так вот. А ну-ка я еще уточню третьей картой вот эту вот смерть. Ну, что я вам хочу сказать по этому поводу, ребят? Здесь как минимум пробитие вашей защиты, чтобы вы слегли, и чтобы вы не двигались, не действовали, болели, не шевелились. Чтобы пока вы находились в таком состоянии, ваша энергия шла ему. Потому что этот человек брал, вы его отключили от себя, и он решил, что ему кто-то что-то сделал. Понимаете? Он привык тупо жрать энергию других людей. А когда люди начинают чиститься, возможно, не только вы почистились из его жертв, да, и как-то, ну, вышли на более высокие вибрации. Понимаете, да, от какого источника он отключен. Он сам не может генерировать ничего абсолютно. Ему нужны источники извне. Понимаете, здесь хотели, чтобы вы прекратили идти к своим целям, чтобы вы не могли управлять ситуацией, скосить, короче говоря, вас, понимаете, скосить. Перекрыть вам энергию. То есть здесь я еще могу это считать, когда хотели, чтобы вы совершили переход в загробный мир. Это по максимуму, по минимуму, как я уже и озвучила, чтобы вы находились в болезненном состоянии, не могли ничего делать и предпринимать, или же чтобы вы остановились и тупо сидели и ждали, либо отвлекались на что-то другое, но не шли своим путем. Вот так-то. Что человеку здесь? А ну-ка я сейчас еще уточню по вот этой фортуне, да. Здесь еще какой-то практик может этому человеку, вашему недругу, накостылять теми методами, к которым прибегал он. То есть, если вы работаете по кодексу, значит по кодексу. А если этот человек работал не по кодексу, то есть, поняли как, да, побыстрее, да побольше, да сейчас, вот прямо дай, у 15-го, соответственно, такими же методами его будут и прибивать. Что ему за это? Ему приходится обдумывать каждый шаг в своей работе, в своей деятельности, прежде чем что-то предпринять, прежде чем куда-то что-то вложить. Очень по эмоционалке вдвинула человека. То есть, если делались вам привороты, значит, вот эти привороты легли на него, сам на себя сделал. И смотрите, здесь он хотел какой-то стабильности, радости. Но дело в том, что эмоциональный фон у человека зашкаливает. Он прислушивается реально к мнению других, особенно что касаемо рабочих моментов, во что вкладываться. Но проблема в том, что его окружают люди, которые эмоционально не гигиеничны. То есть такие же, как и он. Отсюда и все проблемы. Слишком он податлив на мнение окружающих. Из него веревки вить можно. Понимаете, здесь стабильность какая-то рухнула.
Вопрос с бизнесом, как я уже сказала, с деньгами, с семьей и тому подобное. Итак, давайте теперь посмотрим, что насчет справедливости у нас. Буквально, да, тоже раскроем по 3 карты, потому что ну вот, у меня сейчас период восторга от колоды Санта-Муэрте. Давайте я вам так скажу. Она вот как внешние факторы показывает, но в большей степени она показывает внутриутробные вот эти вот, да, моменты, которые люди прячут. Так, давайте, как для вас прошло, либо пройдет. И смотрите, из этой колоды король кубковый. Ребята, ну смотрите, все, здесь вы закрываете воздействие этого человека. Здесь работа через храм, но, давайте я вам так скажу, явно не со святыми. Этот человек о вас договаривался, понимаете? Все, его воздействие закрыто на вас. Там какие-то глупые предложения были, внушения в вашу голову, подселение идей, вот эти все моменты. Давайте чисто. Здесь с этим человеком мог бы у вас быть брак, либо вы его любили, либо вместе ритуалы проводили, может и такое быть. Он, понимаете, как? О нем еще, кстати, вам известие давали от Абсолюта, все обнулено. Слушайте, девочки, опа, у кого был такой аспект, вы венчались, это обнулено, вы это чистили. Кто задавался этим моментом, допустим, да, вы были венчаны, потом развелись, потому что там абьюз конкретный и неадекват. Эти все аспекты у вас вышло вычистить. Если еще вы чувствуете, что нет, тут вам Абсолют помогает в этом вопросе, продолжайте, ну, все отлично, классно идет. У вас вот эти вот, знаете, кармические долги, ваши обещания обнулены. И здесь его манипуляции, смотрите, Маг и Луна, ну о чем здесь еще говорить? Его манипуляции закрыты. Здесь мир мертвых вам помогать мог. Но кроме мира мертвых, здесь еще и другие энергии. Здесь и боги проходят, и элементали, и энергии, те же стихии. Вот это меня интересует. И смотрите, из этой колоды, из Санта-Муэрте, король кубков и туз пентаклей. Ребята, здесь вы свой ресурс себе, здесь финансовый канал, который у вас угоняли, вот четко и конкретно. Кроме финансового, это здоровье, это жизненная сила, это ваша энергия, это ваши проекты. Все, вот это вот у вас почистилось, отлично. Давайте, что вашему недоброжелателю? И тут, смотрите, из этой колоды, как и выпадало из Санта-Муэрте, Император. И Отшельник тоже в Санта-Муэрте это было. Это же, эти же карты. Ну, как такое вообще возможно, да, из двух колод? Смотрите, здесь подтверждение, у человека очень болит сердце. По поводу чего? По поводу того, что его бизнес рухнул полностью. Все, он банкрот, ноль. Он никто и ничто. Его посадили в отшельник. Сказали, иди давай. Теперь, вот, я же сказала, закрыли. Вот вам и, пожалуйста. Закрыли человека, да, закрыли императора. Закрыли его проекты, планы, бизнес. Вот это вот, знаете, многоходовочки поприкрывали его. Но он решил почему-то, что это его. Давайте еще я уточню чуток.
Слушайте, здесь знаете, какой мужик проходит? Девочки, ну это вообще, и мальчики тоже. Здесь мужик, который может флиртовать для того, чтобы заключить выгодные договора. Тупо играть на эмоциях других людей. Как мужчин, так и женщин. Все ради собственной выгоды. Особенно в рабочих аспектах. Здесь вот прям вот эти вот, знаете, предложения по любятине, давай быстро, 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 как бы создавал вид того, что у нас возможны даже какие-то отношения в будущем. Это судьбоносная встреча, мы так встретились, нам суждено заключить договор. Давай же его подкрепим и в постели, понимаете? Вот что-то вроде этого. У него большие планы, через это манипуляции, вот это притворство, понимаете, и через эту игру на эмоциях других людей человек строил планы по своему заработку. Все это закрыто, отлично. Давайте посмотрим, что по отшельнику. Ой, здесь разочаровашки в том, кого он для себя выбрал. Он решил, что он такой обалденный, он на коне по жизни, и бизнес идет вверх, и он встретил любовь всей своей жизни, но, увы и ах, все. До свидания и прощай. Здесь разочарования жесткие. А что разочаровался? Что там партнер твой? А там партнер, любитель побухать, погудеть, посидеть, как бы в компании, пообщаться, языком потрепещать. И я вам хочу сказать, здесь партнер на этого человека делал погостную магию, дабы подавить его волю. Просто-напросто подавить его волю, чтобы он был в подчине. Здесь смотрим на мужчину, коли здесь барышня у него, то эта барышня могла не с одним ним спать и тому подобное. Вот с кем выгодно. Она его просто тупо подавляла. Она, как и он, понимаете, вот он с другими людьми так поступал, а она поступила с ним вот так вот. То есть она тоже сыграла на его фантазиях, на его иллюзиях, на его каких-то слабых местах, а здесь, скорее всего, ну, передок слабоват у товарища. И он решил, что он там будет, что он вот сейчас нашел любимую, с которой будет просто замечательнейший брак, а там женщина, которая просто, ну, ради денег его возле себя держит, и не только его. Вот и все. И здесь еще баба, которая хотела его через ребенка привязать к себе. Вот так-то. Как вариант может проходить. Ну, то есть наткнулся, я же говорю, на такую же помойку, как и он сам, да и все. Ребята, вот тройка мечей, понимаете? Здесь, я так предполагаю, воспоминания о вас, о прошлом, о своих детях, если они у вас есть общие. Либо же вы поднимаете внутри человека воспоминания из детства, что-то хорошее, доброе. Здесь выбор не в вашу сторону был. Вот так вот. Здесь вас оставили и пошли за своими миражами. И, собственно говоря, встретились с реальностями своего выбора. С реалиями. Вот и все. Вот по этому поводу разбитое сердце. То есть, понимаете как? Когда были деньги, когда наворовал, в свое рыло позапихивал. Зачем вы ему? Ваш ресурс спизжен. И адьос ми корасон, да. Я найду лучше. Даже если это ваш друг, вы сейчас смотрите не на своего партнера, а на друга. Да неважно, на кого вы здесь сейчас смотрите из недоброжелателей. Не обязательно это любятина.
Вот. Я всего добился сам. Хотя человек тупо, как батарейку вас использовал. И пошел. И встретился с реальностями жизни. Оказывается, лучше не встретил. И вряд ли теперь получится. И вот когда с деньгами пошли проблемы, мы вспомнили о том, что ой-ой-ой-ой-ой-ой, оказывается, вот там меня ценили. Ну и опять же таки, понимаете, вспомнить да вспомнил, и при этом белка. Это вы виноваты, что у него все рухнуло. Это законы Вселенной. Если ты кого-то обворовываешь на деньги, на ресурс, на эмоции, так жди, что и тебя обворуют. Это просто закон Вселенной. Я сейчас еще хочу посмотреть, девочки и мальчики, коль здесь по справедливости, давайте, чисто для себя. А делали ли вы что-то такое, ну, глобальное, жесткое по магии, именно чтобы, ну, осознанно его вдолбить до его нападок? То есть виноваты ли вы действительно? Ваши действия по отношению к этому человеку. Ребят, вы здесь прорабатывали себя, и вы держите оборону от этого человека. Это однозначно. У вас есть еще моменты, которые стоит проработать. Нет. На тот момент вы не совершали этих. Вот он нападает, понимаете, нападает, требует аудиенции. Я не исключу тот аспект, что вы просто возьмете и, извините меня, вдолбите по полной программе. И будете правы. Потому что, понимаете, у вас не закрыты вопросы с этим персонажем. Для кого-то это уже в прошлом. То есть вы держали, наоборот, оборону от этого человека, закрывались. И здесь проработка себя была. Здесь именно разочарование в том, понимаете, здесь уже нет таких разочарований. Кстати, здесь на вас была магия. Возможно, кто-то ему помогал с вас забирать ресурс, там его мамаша, сестра, либо еще кто-то. Может, он специально к кому-то обращался, чтобы вот у вас забирать этот ресурс. Типа мстил, понимаете, что вы не у его ног. Вот. Не извиняйтесь, как он, ему кажется, что вы должны за что-то извиниться. Здесь, ребятушки, были подселы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, девятка мечей, повешенная, пятерка мечей. Здесь суккубы, инкубы и семерка мечей. Нет, ребята, вы здесь защищали, учились защищать свои границы. Здесь тупо нападки, нападки и нападки с его стороны были. Ну вот теперь я греб за это. То есть нет, здесь вашей вины нет, тут вас тупо провоцировали. Ваши тупо брали. Вы рубанули это все. К ебени эти все каналы и сказали там, блядь, алло, как бы, добрый вечер. Все. Лавочка благ лично для вас, отбросы, завершена. Нет. Здесь тупо нападки на вас показывают. А что потом вы? Вы из иллюзий выходили, очищались. Нет, здесь вы делали чистки, ребята, и полетел брат персонажу. Здесь по справедливости, здесь высший суд, та же справедливость. Здесь у вас были иллюзии насчет этого человека очень огромные и большие, потому что он притворялся тем, кем он не является. Вот так вот. Неважно, кто он там вам был, кем он вам был и сколько лет это длилось. Здесь тупо нападение на вас. И вы почистились, и пошел обрат. Просто человек получил обрат и еще и взбеленился, решил, что это вы ему делаете какую-то гадость. Смотрите, здесь трансформация вашей внутренней силы. Вы взяли свою силу себе обратно, свой ресурс себе обратно забрали. Да, вы ушли в собственную силу. Вы защитили свои границы, свое пространство и свои ресурсы. А у этого персонажа, видите как, нифига себе. Меня тут обидели. Да, блядь, еще и не начали обижать.
То есть я вам хочу сказать так, если этот придурок не останавливается, гасите его просто его же методами, и все. Я думаю, здесь люди осознанные находятся, как сопоставлять ситуации и что говорят вам предки, духи вашего рода. Вот смотрите, опять эта карта, я ж только что тасовала, специально ее убрала. Понимаете, вам нужно принять решение, сделать шаг вперед, или же вы останетесь недовольны тем, что имеете. То есть, если этот человек вторгается в ваше пространство, прекращайте общение с ним. Если этот человек продолжает на вас нападать, вдолбите, чтобы и не очнулся. Потому что здесь не правомерные нападки на вас. Здесь реально забор ваших благ был. Понимаете? И теперь мы еще как бы взбеленились, что ему, видите ли, там досталось на орехи. Но это неадекват. Это неадекват. Человек пририсовал себе те качества, которых у него нет. А знаете за счет чего? За счет вашего отношения к нему. Он и сам поверил в то, что он такой везунчик, что он такой император и хороший человек. Только благодаря тому, что вы так о нем думали. Но это всего лишь ваши иллюзии были. Так что вот так, ребят. Отличная у вас чистка стихиями проходит. Продолжайте. Для кого актуально, значит, начинайте это все. Всем осознанным. Добра этого мира. Пока-пока.